Масштаба объявился. Иранское агентство МЕР впервые опубликовало 13-секундное видео с верховным лидером Ирана. Он выглядит удивительно бодрым и неповрежденным. Иран отказывается от переговоров с США. Предъявлен новый ультиматум. Израиль отказался от плана Трампа по Газе и готовится вновь атаковать Иран. Пентагон требует от военных заводов ускорить производство оружия. Турция продаст американское вооружение Украине. Атаки на Одессу и Харьков. Опять сотни дронов и ракет. В Нагасаки отметили годовщину ядерной бомбардировки. Тайвань готовится к войне с Китаем. Учения на случай применения химического оружия. Несколько часов почти мирной жизни. В Киеве прошел музыкальный этнофестиваль. В Китае эвакуировали 1 миллион человек из-за тайфуна «Дельфин». В Британии провели чемпионат по гонкам на газонокосилках. В США выпустили куклу Барби в образе Уитни Хьюстон. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран опубликовал видео с Муджтабой Хаминеи, но запись не доказывает ни дату съемки, ни нынешнее состояние верховного лидера Исламской Республики. Полуофициальное агентство МЕР разместило ролик в Телеграм. Хаминеи сидит среди нескольких человек и, судя по кадрам, разговаривает с ними. Где, когда и кем была сделана запись, агентство не сообщило. После избрания в начале марта Хаминеи не провел ни одного подтвержденного публичного мероприятия и даже не появился на июльских похоронах отца. В апреле 3 источника из его окружения сообщили Reuters, что при ударе 28 февраля он получил тяжелые повреждения лица и ног, но сохранял ясность мышления и участвовал в совещаниях по аудиосвязи. Иранские чиновники позднее утверждали, что ранение было легким. Несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан признал, общаться с верховным лидером сейчас очень трудно. Иран не намерен возвращаться к переговорам с Соединенными Штатами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, диалог невозможен, пока Вашингтон, по версии Тегерана, нарушает достигнутые договоренности и не меняет нынешнюю позицию. Одновременно Иран и Оман завершают согласование новых маршрутов через Ормузский пролив. По конкретному вопросу могут проводиться переговоры, чтобы сблизить позиции. Однако в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с Соединенными Штатами. Да, через посредников происходит обмен посланиями. Но это нельзя называть переговорами. Это именно обмен посланиями через посредников. Они по-прежнему пытаются вновь создать условия для переговоров. С нашей точки зрения, возобновить их невозможно, пока нарушения меморандума о взаимопонимании не будут устранены и Соединенные Штаты не исправят допущенные ими нарушения. Что касается последнего раунда переговоров между Ираном и Оманом, могу сообщить следующее. Наши переговоры с Оманом посвящены определению нового морского маршрута через Ормузский пролив. Они продвигаются хорошо. Можно сказать, что мы находимся на заключительном этапе. Существовавшие ранее маршруты заменят новыми. Сейчас специалисты наносят их на карты. Однако это еще не означает открытие Ормузского пролива. Такое соглашение может быть достигнуто, но открытие Ормузского пролива зависит от выполнения ряда других условий. Наша позиция по ним уже была передана другой стороне. Через 2 дня после создания нового военного союза Саудовская Аравия подверглась атаке хуситов. Беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу Сауди Арамко в Джизане. Саудовское министерство энергетики подтвердило пожар, но не назвало его причину. Пострадавших нет, огонь потушен. Мощность предприятия – 400 тысяч баррелей в сутки. После предыдущего удара 27 июля завод уже останавливали для ремонта. Через несколько часов хуситы атаковали баллистическими ракетами и примерно 20 дронами йеменский порт Эль-Моха, контролируемый международно признанным правительством. Повреждены причалы, склады и жилые районы. По данным йеменских властей, погибли 7 человек, около 35 ранены. Хуситы утверждают, что целились в саудовских военных и склады оружия. Пентагон дал американским оружейным компаниям 21 день на подготовку планов резкого увеличения производства. Заместитель министра обороны США Стив Файнберг потребовал сократить сроки поставок, расширить заводы и отказаться от многолетних циклов разработки. Причина – война с Ираном истощает американские арсеналы. По данным The Washington Post, уже в первый месяц США применили более 850 томагавков и 1000 перехватчиков Patriot и THAAD. Reuters сообщает, за 5 месяцев армия израсходовала почти все доступные ракеты ATACMS и PRSM и почти половину мирового запаса томагавков. По оценке Центра стратегических и международных исследований, запасы Patriot сократились на 65%, THAAD – минимум на 38%. Осталось менее 1000 и менее 250 перехватчиков соответственно. Пентагон заключил рамочные соглашения для утроения выпуска Patriot, 4-кратного увеличения производства компонентов THAAD и наращивания выпуска томагавков с 60 до 1000 в год. Однако новые мощности еще требуют финансирования Конгресса.
Президент США Дональд Трамп наличие дефицита отрицает. Израиль официально отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом план по Газе из 15 пунктов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: армия не покинет занимаемые районы, пока Хамас полностью и доказуемо не разоружится. Израиль отвергает план из 15 пунктов по Газе. Я слышал, что некоторые говорили: вы этого не заявляли. Но мы заявляли, и сейчас я повторяю. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не отступит ни с одной позиции до полного разоружения Хамас. Под разоружением Хамас я подразумеваю изъятие тяжелого вооружения, легкого оружия и стрелкового оружия, всего оружия. Речь идет о реальном, а не фиктивном разоружении. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с американцами. У них есть предложения. Одни для нас приемлемы, другие — нет. Кроме того, армия обороны Израиля продолжит устранять угрозы нашим военнослужащим и гражданам. Повторю, существование Израиля и безопасность всех его граждан не подлежат обсуждению. Мы твердо отстаиваем эти интересы. Не в рамках рекламной кампании, а в реальности, непосредственно на местах. Пока я занимаю пост премьер-министра, палестинское государство создано не будет. Ни в Газе, ни в Иудее и Самарии, то есть на западном берегу. Не будет ни Фатхстана, ни Хамастана. Вашингтон ранее объявил о прорыве после согласия Хамас на американский документ. Однако Нетаньяху сообщил, что Израиль эту редакцию не принимал и передал собственные поправки. Главное разногласие — последовательность действий. План предполагает переход к выводу израильских войск. Израиль требует сначала сдать все оружие. Одновременно Тель-Авив предупредил о готовности самостоятельно возобновить удары по Ирану. По сообщениям израильских источников, это заявили командующему Центральным командованием США адмиралу Брэду Куперу во время его визита. Израиль и Соединенные Штаты сохраняют планы новых атак на случай, если сочтут, что Иран восстанавливает ядерные, ракетные или военные объекты. Однако решение об участии США президент Трамп будет принимать отдельно. Турция начала задерживать гражданские суда, идущие через Дарданеллы в российский Новороссийск. По данным Bloomberg, Главное управление береговой безопасности перестало выдавать части рейсов транзитные разрешения, либо отправляет заявки на дополнительную проверку. Официального запрета Анкара не объявляла, количество задержанных судов неизвестно. Ограничения, по словам источников, затронули и суда, направляющиеся в Украину. При этом рейсы в Турцию, Румынию, Болгарию и Грузию продолжают проход. То есть Дарданеллы не закрыты. Анкара выборочно тормозит движение по двум наиболее опасным направлениям. Повод — резкое расширение войны на торговое судоходство. 3 августа после выхода из Новороссийска беспилотники атаковали 2 судна турецких владельцев — «Яшар» и «Надежда». Несколько членов экипажей, включая граждан Турции, получили ранения. Турецкий МИД предупредил, дальнейшая эскалация угрожает не только морякам, но и мировой продовольственной безопасности. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что с 1 по 8 августа украинские дроны поразили 12 судов российского теневого флота. Всего с начала операции «Молочка» 6 июля, по его данным, атакованы 218 плавсредств. Кроме того, Бровди подтвердил поражение комплекса С-400, который 8 августа выпустил по Украине 6 ракет. По его словам, также были уничтожены еще 2 элемента ПВО и 2 РЛС в Ростовской области и Краснодарском крае. Турция готовит крупнейшую в своей истории продажу оружия Украине почти на $300 миллионов. Госдепартамент США уже уведомил Конгресс. Согласование Вашингтона необходимо, поскольку все вооружение произведено в Америке и передается третьей стране. В пакет входят 70 баллистических ракет «Атакмс», способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, и 12 гусеничных установок М-270. Кроме того, Анкара предлагает Украине 2500 кассетных ракет М-26 для этих систем и 47 тысяч кассетных снарядов калибра 203 мм. Такие боеприпасы могут использовать украинские самоходные установки «Пион». После завершения американской процедуры Турция сможет немедленно начать передачу вооружений. Россия совершила 2 массированные атаки на Одессу и Харьков. За ночь российские войска выпустили по Украине 202 беспилотника и барражирующих боеприпаса, а также баллистические, противокорабельные, противорадиолокационные и крылатые ракеты. Воздушные силы Украины сообщили, что уничтожили или подавили 174 дрона и 5 реактивных ракет «Бандероль». Попадания зафиксированы в 22 точках. Утром Россия ударила 3 бандеролями по Салтовскому району Харькова. 1 ракета попала в 10-этажный жилой дом и разрушила верхние этажи. Еще 2 — в складские помещения и парк. Повреждены 15 многоквартирных домов. «Бандероль» или С-8000. Новая российская малогабаритная крылатая ракета с дальностью до 500 километров и боевой частью массой около 114 килограммов. Она летит низко, развивает скорость более 500 километров в час, поэтому ее трудно обнаружить заранее.
Воздушную тревогу в Харькове объявили уже после первого взрыва. Погибли мужчины 50 и 66 лет. Пострадали 27 человек. 5 остаются в больницах, 1 женщина в тяжелом состоянии. Одесская область пережила одну из крупнейших комбинированных атак с начала года. В историческом центре Одессы горели здания и автомобили. Повреждены жилые дома, порт и энергетическая инфраструктура. Пострадали 9 человек. Компания ТЭК сообщила о серьезных разрушениях энергообъектов. Часть Одессы и области осталась без электричества. Возникли перебои с водой и мобильной связью, остановился электротранспорт. Свет уже вернули 90 тысячам потребителей, но аварийные работы продолжаются. После атаки ограничили движение по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени. Проезд к нескольким пунктам пропуска на границе с Молдовой временно закрывали. Позднее движение частично восстановили. 5 человек погибли в результате работы ПВО при массированной атаке беспилотников на российский Белгород. По данным регионального оперативного штаба, ранены 25 человек. Повреждены десятки жилых зданий, административные и коммерческие объекты, автомобили. Украинские СМИ со ссылкой на местные каналы сообщают о продолжительной серии взрывов в разных районах города. По геолокации телеграм-канала «Астра» 3 поврежденных дома находятся в нескольких кварталах от областного управления ФСБ. Еще один. Примерно в 600 метрах от Белгородской теплоэлектроцентрали. Частично разрушен торговый центр «Нафтоград». Доказательств поражения самих военных или энергетических объектов пока нет. Папа Римский Лев XIV призвал прекратить удары по гражданским объектам и соблюдать международное гуманитарное право. Поводом стали новые жертвы в результате удара россиян по украинским городам. Кроме того, в Белгороде в результате работы российской ПВО дроны упали на жилые дома. 5 погибших. Понтифик также потребовал немедленного перемирия и гуманитарных коридоров в Судане. Продолжают поступать трагические сообщения о гибели и ранениях мирных людей в Украине и России. Трагедии не прекращаются. Напротив, их становится все больше. Растет и число жертв среди гражданского населения, включая детей. Перед лицом этих страданий я вновь обращаюсь с настоятельным призывом соблюдать международное гуманитарное право и прекратить с обеих сторон удары по гражданским объектам. Война порождает только новую войну и причиняет огромные страдания. Пора остановить спираль насилия и предоставить дипломатии и диалогу возможность проложить путь к миру. Я продолжаю с тревогой следить за трагической ситуацией в Судане, особенно в городе Эль-Абейд. Выражая духовную близость всему народу страны, я вновь призываю тех, от кого это зависит, обеспечить гуманитарные коридоры для гражданского населения. Одновременно я призываю международное сообщество поддержать усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Помолимся о том, чтобы Господь поддержал страдающих, изменил сердца тех, кто сеет насилие, и даровал долгожданный мир. Тысячи людей в Киеве на несколько часов сменили звуки войны на украинскую музыку. В столице прошел этнофестиваль «Вырий» с народными костюмами, театральными представлениями, танцами и выступлениями музыкантов. Название фестиваля отсылает к Вырию, мифической стране тепла и вечного лета, куда, согласно украинской народной мифологии, на зиму улетают птицы и уходят души предков. Организаторы превратили этот образ в праздник свободы, украинской культуры и права людей оставаться собой даже во время войны. Посетители пришли в вышиванках, венках, традиционных и фантазийных костюмах. На площадках звучала народная и современная музыка. Артисты показывали театрализованные обряды. Для многих участников фестиваль стал короткой передышкой от воздушных тревог, обстрелов и постоянного напряжения. Сегодня я приехала с востока Украины и сегодня же возвращаюсь обратно. Буквально сейчас еду на железнодорожный вокзал. Уезжаю с мыслью о том, что именно такие мероприятия помогают выдохнуть, перезагрузиться и снова почувствовать жизнь. На сцену вышел лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Он заявил, что фестиваль показывает способность украинцев сохранять творческую энергию, объединяться и создавать новое, несмотря на войну. Я просто хочу сказать, что украинцам очень важно собираться и чувствовать свое единство, особенно во время таких событий. Это прекрасное лекарство, отличный способ поднять настроение. Это показывает, что мы не только стойкие, но и творческие. Мы готовы защищаться и сражаться, но одновременно готовы строить и созидать. Мне особенно понравилось, что во время нашего выступления появилась большая двойная радуга. Это выглядело очень символично. Мне очень понравилось. Участники признавались, такие события позволяют хотя бы ненадолго вернуть обычную жизнь, встретиться с друзьями, слушать музыку, танцевать и не чувствовать себя только жителями воюющей страны. Среди зрителей были военнослужащие и ветераны. В условиях войны такие события очень важны. Они дают ощущение жизни. Потому что из-за войны мы могли бы многое потерять. Такие события действительно возвращают нас к мирному состоянию, к удовольствию от самых простых вещей. Общения, танцев, времени с друзьями. Сейчас редко выпадает возможность вот так затеряться в толпе. Это очень приятное ощущение.
В Нагасаки сегодня отметили 81-ю годовщину американской атомной бомбардировки. 9 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки плутониевую бомбу. К концу года погибли около 74 тысяч человек. Это остается последним случаем боевого применения ядерного оружия. В 11 часов 2 минуты, точное время взрыва 9 августа 1945 года, в Парке Мира ударили в колокол, после чего участники церемонии почтили погибших минутой молчания. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки осудил применение и хранение ядерного оружия. Он назвал концепцию ядерного сдерживания крайне рискованной, а само ядерное оружие не необходимым, а абсолютным злом. Судзуки призвал мировое сообщество учитывать гуманитарные последствия возможной ядерной войны и добиваться ликвидации таких арсеналов. По мере распространения взаимного недоверия, конфликтов и раскола в международном сообществе, великие державы все чаще руководствуются правом силы. Ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, где непосредственно задействованы государства, обладающие ядерным оружием, остается непредсказуемой. Теория ядерного сдерживания чрезвычайно рискована. Ядерное оружие не необходимое зло, а абсолютное зло. Человечество и ядерное оружие не могут сосуществовать. Премьер-министр Японии Санае Такаичи заявила, что Токио продолжит укреплять договор о нераспространении ядерного оружия и приглашать мировых лидеров в Нагасаки и Хиросиму. Мы никогда не должны допустить повторения трагедий, произошедших в Нагасаки и Хиросиме 81 год назад. Наша страна придерживается 3 неядерных принципов. Исполняя свою миссию единственной страны, подвергшейся атомным бомбардировкам во время войны, мы продвигаем реалистичные и практические инициативы, направленные на создание мира без ядерного оружия. В их основе лежит наша решимость сделать так, чтобы Нагасаки навсегда остался последним городом, пострадавшим от ядерной бомбардировки. Недавняя обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия проходила в сложной международной обстановке в сфере безопасности. Япония призвала все государства объединиться ради сохранения и укрепления ДНИАО, а также донесла до них позицию жителей городов, переживших атомные бомбардировки. Все большее значение приобретает распространение во всем мире точного представления о последствиях атомных бомбардировок. Мы продолжим сохранять память о разрушениях, вызванных применением ядерного оружия, приглашая мировых и будущих лидеров посетить пострадавшие города и собственными глазами увидеть последствия бомбардировок. На восточном побережье Тайваня сегодня отработали действия после применения ядерного, химического или биологического оружия. Учения прошли в уезде Хуалянь в рамках ежегодных 10-дневных маневров Ханькуан, посвященных отражению возможного вторжения Китая. По легенде, одно из подразделений подверглось атаке с применением оружия массового поражения. Военнослужащие вывели людей, танки и бронемашины из зараженной зоны и направили их на специальные пункты обработки. Там солдаты в защитных костюмах смывали условно опасные вещества с техники и проводили обеззараживание личного состава. Руководивший тренировкой майор сухопутных войск Джан Чиянь заявил: задача подразделений — максимально быстро вернуть военнослужащих и бронетехнику в строй и продолжить боевые действия. Это пункт специальной обработки техники, предназначенный для устранения последствий ядерного, биологического или химического заражения ключевой боевой техники, включая бронемашины и танки. Его задача — обеспечить быстрое восстановление боеспособности всей техники в условиях войны и безопасность личного состава. К маневрам привлекли резервистов. Линь Бинсюань, уволившийся из армии 10 лет назад и участвующий в учениях уже в 4-й раз, назвал нынешнюю подготовку значительно более точной и тщательной. Предыдущие занятия проходили в более свободном режиме, но на этот раз учения стали значительно точнее и тщательнее. Раньше подготовка проводилась в помещениях, а теперь мы отрабатываем тактические действия в полевых условиях. Ханькуан — главные военные учения Тайваня. В этом году армия проверяет устойчивость управления, мобилизацию резервов, защиту инфраструктуры и способность вести продолжительные боевые действия при китайской блокаде или высадке десанта. Пекин считает демократически управляемый Тайвань частью Китая и не исключает его захвата силой. Тайбэй эти территориальные претензии отвергает. Самый мощный в этом году тайфун обрушился на Китай. Из опасных районов эвакуировали более 1 миллиона человек. В Шанхае отменили около 1500 авиарейсов. Тайфун «Дельфин» вышел на берег около половины 6 вечера в районе города Юхуан, провинции Чжэцзян. Скорость ветра у центра тайфуна достигала 151 км в час. На прибрежные ветроэлектростанции зафиксировали порывы свыше 165 км в час. Все 32 турбины остановили,
Лопасти развернули навстречу ветру для снижения нагрузки. В Шанхае эвакуировали более 30 тысяч человек. В порты вернули суда, с морских платформ вывезли персонал. Закрыты туристические объекты, приостановлены паромные перевозки и часть железнодорожного сообщения. Власти проверяют водохранилища, горные реки, стройплощадки и районы возможных оползней. Главная угроза после выхода тайфуна на сушу – продолжительные ливни. В Чжэцзяне, Шанхае, провинциях Фуцзянь, Цзянси, Аньхой и Цзянсу ожидается до 500 мм осадков. Долфин будет медленно смещаться на запад и терять силу над центральным Китаем. Из-за небольшой скорости тайфуна дожди могут продолжаться несколько суток, повышая риск наводнений, разлива малых рек и оползней. До Китая тайфун Адельфин прошел через японскую префектуру Окинава. Пострадали 6 человек, без электричества оставались более 50 тысяч зданий, отменялись авиарейсы. На Филиппинах тайфун усилил юго-западный муссон. Ливни затронули более 380 тысяч человек в 8 регионах. Погибли 6 человек, 7 пострадали. Причинами стали оползни, обвал камней, утопление и поражение электрическим током. В Маниле и соседнем Кесон-Сити вода в низинах поднялась до пояса. Из опасных районов вывезли более 1000 жителей. По всей стране в эвакуационных центрах находится 7300 человек. Еще около 3700 разместились самостоятельно. Повреждены 148 домов, 10 разрушены полностью. Забудьте на один день о Формуле-1. В британском восточном Сассексе прошла 9-часовая гонка на газонокосилках. 30 команд выжимали максимум из техники, обычно предназначенной для куда более спокойной работы. Стартовали почти как в Лимане. Пилоты перебежали трассу, запрыгнули на свои машины и помчались по полю возле Акфилда. Переоборудованные газонокосилки могут разгоняться до 80 км в час. В каждой команде 3 гонщика. 9 часов они сменяли друг друга, заправлялись, ремонтировали технику и проводили тактические пит-стопы с серьезностью участников большого автоспорта. Газон, правда, никто не подстригал. Режущие механизмы снимают ради безопасности. Побеждает экипаж, который проедет наибольшую дистанцию и не развалится раньше машины. Трасса очень ухабистая, но гонка невероятно увлекательная. Я даже немного запыхался, но это часть спорта. Нужно испытывать себя и выяснять, на что способна газонокосилка. Однако это еще и гонка на выносливость. Об этом нельзя забывать. Всегда хочется добиться большего, особенно нам. Мы уже занимали 4-е место, а теперь хотим подняться на пьедестал. Поэтому снова и снова возвращаемся и продолжаем пытаться. После 9 часов на поле высохшей травы, в пыли и после нескольких поломок, клетчатый флаг первым увидел Дин Фуллер. Его команда SDS Racing выиграла одну из самых эксцентричных британских гонок на выносливость. Трассу несколько раз поливали водой, но, по-моему, это почти не помогло. Сегодня было невероятно пыльно, поэтому гонка оказалась довольно сложной. За пылью было трудно разглядеть точки входа в повороты. Но теперь все позади. День был фантастический. Компания Mattel представила коллекционную Барби в образе американской певицы Уитни Хьюстон. Куклу показали в Атланте на 5-м благотворительном вечере Legacy of Love, приуроченном ко дню рождения артистки. Образ воспроизводит костюм Хьюстон из клипа на песню «I Wanna Dance With Somebody». Фиолетовое платье, яркие серьги и туфли. В комплект входят микрофон и стойка. В разработке участвовала невестка певицы и распорядительница ее наследия Пэт Хьюстон. Кукла вошла в коллекционную серию Barbie Signature, в которой уже представлены Тина Тернер, Кайли Миноуг и Майли Сайрус. Цена $60. Уитни Хьюстон записала хиты «I Will Always Love You» и «Saving All My Love For You», получила 6 премий Грэмми и продала более 200 миллионов записей. Певица погибла в феврале 2012 года в Беверли-Хиллз накануне церемонии Грэмми.